Всем здравствуйте! Сегодня у нас на обзоре клавиатура Z-Blade на свечах Kailh Blue. Это была моя первая механическая клавиатура. Купил я ее в ДНС в 2020 году. Стоила она примерно 4000 рублей. Z-Blade стала моей первой механической клавиатурой. На момент покупки в ДНС она стоила 4000 рублей. Было две версии, на красных и синих свечах. Я купил на синих. Свечи от компании Kailh. Первое время я к ней привыкал. Она мне казалась очень хорошей, но спустя год использования я понял, что это не самая лучшая клавиатура. Клавиатура полноразмерная, F1 находится под двойкой, без смещения. Есть подсветка, у которой 8 режимов и 6 уровней яркости. Также есть DIY режим, где можно настроить свечение каждой клавиши по отдельности. В комплекте с клавиатурой идет 6 сменных кейкапов, но я не понимаю, зачем они нужны. Как по мне, эти кейкапы портят внешний вид клавиатуры. Эти кейкапы идут на ВАЗД и стрелочки. Все кейкапы сделаны из ABS пластика толщиной примерно 1-2 мм. Подсветку эти клавиши пропускают хорошо. Все клавиши имеют одинаковую яркость и цветопередачу. Кириллица и латиница подсвечены равномерно. Но спустя 10 месяцев у меня поломалась буква «Э» и левый shift. После этого задумался о приобретении новой клавиатуры. Про стабилизаторы ничего не могу сказать, они вполне себе обычные. С завода не были смазаны, гремят они сильно, но из-за того, что клавиатура на синих свечах, этого не слышно. Почему я не рекомендую брать именно эту клавиатуру на синих свечах? Во-первых, свечи не очень хорошего качества, они иногда залипают. Также есть версия на Kailh Redbox свечах, эта версия намного лучше, свечи сами по себе намного приятней. Если вы фанат кликающих, то лучше посмотрите клавиатуру на Kailh Box White. Такие же Kailh Box, но уже с механизмом, который дает клик. У Kailh White Box намного лучше звук и приятней ход. Клавиатура имеет полностью черный цвет, а кейкапы держатся в алюминиевой пластине. Эта пластина не дает клавиатуре изгибаться, но из-за нее слышен неприятный металлический звон, когда вы печатаете. Сейчас вы услышите звук тайпинга этой клавиатуры. Всем пока, до новых встреч.